Ребята, у меня появилось очень отчетливое предвкушение того, что скоро в мире произойдет что-то хорошее. У вас бывает такое? Знаете, иногда предчувствуешь что-то плохое, а мне действительно кажется, что перед нами с минуты на минуту откроется какая-то невероятная возможность, но я не понимаю, какая. Поболтаем? Я сегодня читала новости, что в Америке действительно перестали брать на работу. Они мне сейчас, конечно, очень в тему. Но действительно выпустили статистику. У нас каждый месяц выпускают такую статистику, сколько открытых вакансий, сколько людей наняли на работу, сколько людей официально без работы, сколько людей сидят на государственной помощи. Ну, это каждый месяц. Такие экономические показатели. И за последние пару месяцев, конечно, ее никто не идет прям каждый месяц смотреть. Но тебе иногда вылазят новости, вот тебе цифры за последние 3-4 месяца. Вот сегодня мне такие вылезли. Не берут на работу в Америке, все. Двери закрылись. Автоматизировали все, что могли автоматизировать. И те, кто успели остаться в корпорациях, те остались. А кто не сумел удержаться, как я, все, те оказались за воротами. Такая картинка у меня в голове возникала. Я уезжала из Америки в 2022 году, убегала из этой компании, где нужно было, опять же, чтобы удержаться, нужно было прикрывать финансовые махинации. И я уезжала, понимала, что... я такая, все, я вообще уезжаю из Америки, это прям, вообще нет. Я еду куда угодно. Я что-то песни наслушала, знаете. If you can make it here, you'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York. Типа, если ты в Нью-Йорке можешь разобраться и устроиться жить, то ты, значит, где угодно в мире разберешься. Ни хера подобного. Я уезжала и понимала, что я не просто сейчас зафакаплю свою карьеру, а что я эту карьеру уже зафакапила, и я прекрасно видела, что эти двери закрываются. Что там первая волна людей не смогла удержаться. В начале пандемии, потом еще раз нас перешили вакцинами. И это был первый звонок, второй звонок, третий. Все. Вот теперь двери закрываются. Занавес открывается, двери закрываются. Да, то есть ты по тем временам либо показывал, что ты годный, послушный, и в миллиард разных способов, не только без вакцины, да? А согласен ли ты со всем, что происходит? Остаешься ли ты работать там, где нужно делать то, с чем ты не согласен, чтобы сохранить эту работу? То есть там вытрясли абсолютно всех неугодных. Держались. То есть нужно было настолько крепко держаться зубами и предавать себя абсолютно полностью все это время, чтобы удержаться. И те люди, они и удержались вот такими методами. Тоже, конечно же, от страха. Все, американские корпорации, все. Я просто такая поездила, нигде я не увидела чего-то, что мне показалось бы лучшей возможностью. То есть ты не везде в мире, на самом деле, как женщина, можешь сама выжить. А если бы я могла, хотела сказать, если бы я хотела, не потому что я не хочу, если бы я могла выйти замуж, просто сидеть у кого-то на шее, я бы уже давно это сделала. А я нужно надеяться на себя, поэтому я место для жизни ищу такое, где я самостоятельно смогу выжить, обеспечить себя, быть в безопасности, ни от кого не зависеть. Конечно, мы все друг от друга зависим, но вы понимаете, о чем я. И я поездила, посмотрела и такая, ладно, в Америку. Притом я такая съездила на полгодика, потом меня уволили, и я такая, и нормально, может так делать. И уехала обратно, во Францию, в Мексику потом поехала, где-то еще была.
И такая, может вот это такая схема. Я буду ездить на полгода на заработки, а потом сидеть в Мексике. Вот сейчас я сидела опять 7 месяцев в Мексике. Меня уговаривали выйти на эту работу, с которой меня уволили через месяц. Но, честно, я, когда на нее соглашалась, я плюс-минус ожидала, что меня уволят через полгода. Ну, или меня уволят, или там что-то случится, я сама уйду. То есть я столько работы уже поменяла, что я понимаю, что вот через 3 месяца ты только начинаешь отстреливать, что там происходит, а через полгода ты либо с этим можешь смириться, либо оно тебя коробит, и нужно уходить. Но, короче, эта система тоже не сработала. Все равно, видите, меня через месяц уволили. И это, помимо того, что мне обидно и страшно, я до сих пор не знаю, что делать, и до сих пор я работу не нашла, помимо этого, это все равно показатель экономики. Что за херня? Вы наняли человека, вы через месяц его уволили. Я там, на удивление, на редкость, вообще ни в чем не виновата. Я прям специально себя очень хорошо вела. Если бы у них было больше... Я в продажах. У вас нет работы для продажников. Все ненавидят продажников. Даже если бы я была там какая-то ужасная. То наоборот, мне нужно еще больше денег ведь платить, правда? Не правда ли? А нет, у них реально нету денег. Они считают каждую копеечку, им нужно было от меня избавиться. И американские корпорации сейчас все такие. Я это вижу потому, как я сижу без работы, по той статистике, которую я вижу. Все, там двери закрылись. Я просто на Америку очень сильно надеялась из-за этих больших бизнесов. То есть думаю, боже, там такие огромные компании, им всегда нужны люди. Люди туда-сюда переходят из одной в другую. Что-то да будет. И даже если ты не будешь работать в этих самих корпорациях, то все люди, которые в них работают и хорошо зарабатывают, они где-то едят. Им там, как минимум, кто-то убирает у них дома, знаете. То есть деньги в стране есть. Есть много людей с хорошим достатком, все будет нормально. А сейчас, и это вот за последний год-полтора, я уезжала в 2022, я уже понимала, что, я всю пандемию зубами держалась за заработок. Это было уже очень сложно. И все, в 2022 году я не просто уезжала, потому что до этого мне там еще 5 лет до этого у меня очень классно шла карьера. Мне каждый месяц, наверное, в LinkedIn кто-то писал, звонил, звал на интервью. Потому что все брали всех. И нам же сумасшедшие зарплаты платили. Почему? Потому что денег у всех было много. А в 2022 я вот решила уходить из этой злостной компании, и я понимаю, что у меня уже ни офферов, ни сил, ни желания. Все, мне тут нечего ловить. И вот оно с тех пор так и пошло, и так и было. Мне, с одной стороны, обидно за всех, с другой стороны, немножко радостно, что, конечно, это хотя бы... Это не только я, это у всех так. Что у американцев тоже так что формально я вообще американка. Вот, то есть это большое изменение в мире. Сегодняшний день я запомню надолго и вам советую. Сегодня особенный день, когда я осознала, что такая огромная часть современного мира, как американские корпорации, которые же всем миром рулили сколько лет во главе мира были американские корпорации. Лет 20, наверное, где-то с середины 90-х. Сникерс. Кто в каком году съел первый сникерс? Вот это был ваш первый звоночек. То они все. У них ни у кого нет денег. У них нет ни денег, ни клиентов, ни сотрудников. На сегодняшний день все. И понятно, что там они зарабатывают, но, знаете, там же тоже не дураки сидят. Там сидели аналисты, меня научили говорить правильно по-русски, ребята, в комментариях, аналитики, которые делают прогнозы, ресерч, они просчитали, а что автоматизировать, а что нет, а кто нам нужно, чтобы остался. И вот. Сузили свои операции до самого минимума, чтобы то, что надо, работает, но без никаких излишеств. То есть если раньше
вкладывали не просто там продажников нанимали там пачками просто, и в research and development, и все какие-то новые продукты наперебой пытались выпустить. А у нас такой эпчик, а у нас такой телефон, а у нас к нему еще теперь вот то, вот то. И вот это все что-то изобретали, да, все очень активно над этим работали. То сейчас этого тоже ничего не происходит. Развития никакого нету, не просто нету. Я пытаюсь какую-то приятную музыку найти на фоне. Развития никакого не просто нету, а нету. То есть официально нету. Не делает никто ресерч, не запускает никто новые продукты. Все закрыли свои двери, и там маленькие группки людей теперь сидят. Ну да, то есть если раньше в больших корпорациях, я, кстати, какую-то статистику пару лет назад делала, большие корпорации, не, все, ладно, не помню, много миллионов людей, которые там работали. Теперь они не работают, эти же самые люди, но в этой же стране Америка. То есть это не там по всему миру, что они все разъехались. Вот здесь. Они теперь без работы, и я теперь без работы. То есть вот это, да, вы понимаете, соотношение процентное. То есть, наверное, там, 30% американцев, у них еще есть работа в корпорациях. Вот из всех американцев треть работают. Наверное, треть еще. У них свои маленькие бизнесы, которые всю жизнь у них были. То есть маленький бизнес тоже есть, и кафешки, и магазинчики, и все, и такси. И еще треть остались теперь без работы. Те, которые раньше работали, теперь нет. Это очень странно. Такое ощущение, что у Америки сейчас ни у кого нету во власти. Раньше было, да? А сейчас, кто главный теперь? Подождите, мы привыкли, что здесь кто-то главный. Тут были какие-то закулисные они, которые правили миром, правили корпорациями и правили вообще этим всем. Поэтому мы все к ним и бежали, что типа, ребята, вот вы что скажете, то мы и будем делать, дайте денег, пожалуйста. А где они? Во многих странах нету власти. Напишите в комментариях ваши впечатления о власти разных стран. То есть в Европе тоже никто не главный. Там у них нет никого главного. В Японии есть, у них там есть главные, в Китае есть, в Эмиратах, не знаю, в Эмиратах интересно. Я никогда не читала ничего прям настоящего, но, по крайней мере, из того, что я вижу в социальных сетях, то, там хрен пойми, что происходит. Поэтому очень вряд ли кто-то там главный по именно вот этому. То есть, скорее всего, там никого нету главного в Эмиратах, поэтому там такой беспредел начал и происходить. В Азии, кроме Китая и Японии, хотя, наверное, в Тайване, может, в Южной Корее какие-то еще есть кто-то главные. Хотя тоже кто? В Корее корпорации, в Тайване тоже корпорации, потому что там заводы, и все работали на заводах, которые принадлежали большим корпорациям. На секундочку. Тоже никого нет главного в Индонезии, в Таиланде, в Индии. Вообще молчу. Боже, как можно было страну, конечно, довести до такого состояния? Вот это, конечно, да. Но они это они сами своими руками сделали. То есть тоже нет никого главного. Ребята, а куда делись все богатые? Куда делись все богатые? Можно смело предположить, что они все улетели на Марс. И я так понимаю, что с деньгами. Почему нельзя было? Деньги все равно уже не настоящие, ничего не напечатанные. Почему нельзя было нам всем нарисовать каких-то ноликов на наших счетах? Хотя, нолики нам и нарисовали. Других цифр, таких, которые не нолики. Нам на банковские счета перед тем, как они улетали на Марс. Им что, жалко было? Надо было нас всех оставить ни с чем. Либо действительно какая-то есть... Знаете, наверное, секретная страна, о которой нам не рассказывают, и они все уехали жить туда. Абсолютно ведь возможно, что просто есть какой-то материк целый. Может, остров, а может, прям материк целый. Нам просто о нем не рассказывают.
ну, да, сговорились. Google Maps сговорился, фотографии же, что там, это планета Земля же тоже, фотографии НАСА тоже не настоящие, все же не настоящее. В интернете вообще же все фейк. Расскажите, если вы когда-нибудь смотрели древние карты мира. Я обожаю древние карты мира, у меня есть целая коллекция. Если вам когда-нибудь будет интересно об этом подушнить, то напишите в комментариях. Вот, ну и запросто там может быть что угодно, хоть за полярным кругом, хоть другой материк. Они все собрались и уехали. Но то, прямо где они сейчас, честно, меня не так сильно беспокоит. Давайте лучше подумаем о том, что классного может произойти теперь дальше. Ну да, получается, какая-то в мире нарисовывается возможность. Тут никто сейчас не главный. В большей части мира никто не главный. Что хочешь, то и делай. И люди, в принципе, что хотят, то и делают. Но, с другой стороны, может, люди, может, мы все это время делали то, что мы хотели сами, и мы просто не знали. Знаете, странно, когда нас всех держали в рабстве. Не в рабстве, а в заложниках. А тут внезапно нас не выпустили, но просто пропали те люди, которые держали нас в заложниках. Ну и, похоже, наступила свобода. Да, вот есть еще что-то такое, чего нельзя делать. Ну, смотрите, реально, порно можно, проституция можно, воровать можно, выражаться в интернете, в принципе, тоже, я так понимаю, стало можно. Да, скажите, вот вы за последние, реально, года, ну вот 2 года давайте возьмем, вы видите сильную цензуру в интернете? Смотрите, помните, недавно же разрешили гнать на пандемию? Ну, прям разрешили. Долго же было нельзя. Мы все помним, что было нельзя. А потом херак и стало можно, потому что начали появляться заголовки прям, ну, официальных, которые уже не на форуме теории заговора, на которых, конечно же, я никогда не заходила. Ну, нельзя было цензура, мы сами себя... Меня банили отовсюду просто, меня с Reddit банили раз 20. Я научилась пользоваться VPN-ами из-за этого. А потом стало можно. У меня вчера-позавчера вообще залетело на Ютубе видео про пандемию. Я не знаю, это хорошо для меня или не очень. Я его записывала, думая, что никто его не увидит. Мы там с вами всемиром что-то обсуждали. И думаю, ну, прикольно, сейчас расскажу. Типа, чисто своим. А там, оно типа... Ну как, YouTube алгоритм его продвигает. И я так понимаю, что... Ну, там же они проходят, да, тоже какие-то проверки, все YouTube-видео, не знаю, если вы когда-нибудь загружали, ты когда загружаешь, оно сначала загружается, потом что-то там процессинг, потом оно делает чекинг, если у тебя есть, допустим, музыка, которая лицензионная, и ты не можешь ее использовать. Ну, вот, короче, вот эти всякие фигни. И заодно, 100% они же прогоняют твой текст. Если ты там не призываешь к каким-то негативным массовым действиям. Такое видео не выпустят. А тут, видите, про пандемию алгоритм Ютуба пропустил. То есть это что значит? Свобода слова, что ли, наступила? Работай кем хочешь, да, вот, делай, что хочешь, реально делай, что хочешь, занимайся, чем хочешь, работай, если у тебя уже нету работы. Ну вот у меня сейчас уже нет работы, в принципе. Но вот что хочешь, то и делай. Я не знаю, почему я сознательно выбираю последние, с того дня, как у меня начались проблемы на работе, последние 2 месяца, нервно эплается каждый день на работу и просто биться головой об стенку, думать, о боже, куда мне еще сейчас сунуться? Да я ведь сама выбираю стрессовать. Я ведь смогла бы сказать, все, жизнь прекрасна, расслабляемся, теперь я делаю то, что я хочу. Если раньше... надо работать. А как ты можешь не работать? Надо работать. Там дают тебе за работу деньги. Никто не занимался никакими своими хобби. Мы с вами... Сколько из нас с вами, скажите, художников, пианистов, артистов, танцоров? Кто еще кем хотел быть, на самом деле, в детстве? Кто хотел какие хобби попробовать и всю жизнь там заниматься вот тем? Но нет, надо работать. В смысле надо? Вообще-то работать было не прям надо, просто очень хотелось денег, и они очень нужны были. Поэтому, если ты хочешь денег, тогда иди работать. Я просто много была в взрослом сознательном возрасте без работы.
никак немного, часто. Вот я много меняла там компании, я вам рассказывала, то я танцевала, то я работала официанткой, то у меня этот стартап, то он идет, то он не идет. То есть я постоянно в поиске, и я часто оказывалась в вот этих окнах, когда там оттуда меня уволили, или там что-то закрылось, или я сама ушла, а нового у меня еще нет. Поэтому у меня было очень много времени пострессовать о том, что ты сидишь посреди дня, вот, например, как я сегодня, удобно, на диване, в нормальной квартире, погода хорошая, в холодильнике есть еда. Делать сегодня ничего не надо, у меня нет работы. Но ты же не можешь расслабиться. Ну как можно расслабиться? Невозможно расслабиться. Я сижу с утра до ночи, плаюсь, думаю, какие-то резюме свои, я сделаю вот это. А вот там статьи буду писать, надо написать туда, а там, может, я еще могу кому-то вот это, а там вот то. А что, если я сейчас все резюме, весь свой экспириенс в IT-продажах, я его сейчас переверну на маркетинг? На маркетинг, просылала на маркетинг, ничего не отвечают. А что, если я теперь вот это написательство? Я же пишу иногда статьи. Вот пойду прям на каких-то там редакторов журналов, сайтов, жопой жую, честно. Сидела, переписывала, мучилась быстрее. Что это у меня занимает? 2-3 дня занималась вот этим. Рассылаешь, сидишь, ищешь, тоже в последние не поела, не поспала нормально. Зубы сегодня почистила, не почистила. Я не помню, потому что я сидела, делала, вот это истерично. Результата нет. Нахрена я это делала? Я могла, ребята, месяц лежать. У меня бассейн есть в доме, в котором я ни разу даже не была. Я выхожу сюда иногда посидеть во дворик, с вами поболтать. Я ни разу даже не была в бассейне. А работы у меня нету. Но скажите, правда, похоже, что ситуация складывается действительно так, что сейчас мы можем с вами каждый делать то, что мы хотим. Я не знаю, чтобы у кого-то была сейчас прям очень сильная, стабильная работа, стабильная карьера. Вот. Знаете, то есть если у кого-то хорошо идет долгое время бизнес, это здорово. И если вы работаете на какую-то компанию небольшую и долго у вас тоже все нормально, это здорово. Но хотя, возможно, может, вот именно маленькие и средние бизнесы, знаете, сейчас, может, вот для них время. Я пару дней назад ссорилась с кем-то в комментариях. Почему я сказала ссорился? Ссорилась с кем-то в комментариях из вас. Хотя, возможно, не из вас, я, по-моему, забанила, с каким-то чуваком. Ссорилась в комментариях под своим видео, потому что что-то мне там обидное сказала, я такая, я вообще-то карьеру в IT строила. Он такой, какую ты карьеру строила? Вот Сэм Альтман, вот он построил карьеру в IT, у тебя нет никакой карьеры. А у меня-то карьеры, конечно, по результату никакой нет. Я-то ее строила, строила, но не построила. Бывает и так. Вы, конечно, извините, у Сэма Альтмана тоже нету карьеры. У Сэма Альтмана есть работа, а карьеры у него нету. Мы с ним вообще в одной и той же ситуации, плюс-минус. Вы помните, как полгода назад турнули Сэма Альтмана? Что его турнули из OpenAI? Притом там новости выходили из серии 17 секунд назад турнули Сэма Альтмана. Эти его коллеги сговорились, там же, помните, еще какие-то имейлы выходили, что они договорились и такие, нам не нравится, что он тут, делает, мы все думаем так, а он делает вот так. Мы договорились, все, и ему говорим пока. Как там было, расскажите, кто помнит. Чуть ли не там в 11 вечера его вызвали в офис и дали ему подписать какой-то договор, типа, все, ты уходишь, до свидания. То есть его там не уволили ни с чем. Вот, на тебе твои там, что твое, мы с тобой прощаемся. Хаки-дули. И еще позорили его на весь мир. В смысле, ребята, извините, а как такие новости появляются в интернете по всему миру?
я как журналист с опытом, который писал и про кафешки, и про ресторан, ну, в смысле, ну, то есть журналисты откуда-то получают эту информацию. Не сразу при том. А люди сверху там, ну, сверху все приходят. Вот они, значит, должны получить эту информацию. То есть кто это? Вот те же ребята, которые решили турнуть Сэма Альтмана, это они туда позвонили и сказали: слышите, мы сейчас его уволим, там, расскажите всем. Ну, то есть как этот процесс произошел? И все, и что на весь мир его опозорили. Сначала прославили на весь мир, потом опозорили на весь мир. И что вы скажете, у него есть карьера? У него нет карьеры, потому что ему пришлось обратно идти проситься на работу. Потому что следующим ходом выходили статьи, что на следующее утро, там он чуть ли не в 5, там в 11 вечера его уволили, а в 5 утра он уже сидел в зале ожидания там какого-то другого чувака, и чтобы ему там что-то доказать, ничего, там морда не били, хрен его знает. Но он побежал проситься обратно. Ребята, это не карьера, это работа. Карьера – это когда тебя с руками и с ногами возьмут куда угодно, ну, в твоей индустрии. Карьера — это если... я сейчас не в обиду ему. Я вообще, я бы никогда не смогла сделать то, что он сделал. Я просто рассуждаю о бессмыслице того, что происходит. У такого человека, как Сэм Альтман, нету карьеры. Карьера была бы, если бы его турнули оттуда. Он такой: знаете что, идите нахуй. И пошел там делать любые другие дела, потому что он все может, его сейчас везде возьмут, у него все классно, потому что он классный. А нет, куда он после этого пойдет? И вот, там деньги, наверное, денег ему хватало. Но хотя тоже хрен его знает, у богатых там свои расходы, свои долги. Если президент Америки может быть банкротом, то мало ли. И все, потому что, и гордость, конечно, человеческая, обидно ему было. Но прикиньте, ты Сэм Альтман, тебя могут просто турнуть с работы в любой момент. Так что стабильность абсолютно точно закончилась. Давно уже все очень быстро стало меняться в мире, правда? Не успеешь оглянуться? Почему мы все так новости истерично проверяем? Да, было действительно время, когда мы просто все тупили, скроллили. А сейчас ты действительно боишься что-то пропустить, потому что в мире много чего происходит быстро. То там война, то там не война, то там коллапс, то там землетрясение. И оно на тебя, да, оно не все на тебя влияет, но много чего из этого на тебя уже влияет. Мы так и живем в этом глобальном мире. То есть ты понимаешь, что там, если где-то упал самолет на другом конце мира, на тебя это сегодня здесь повлияет. У тебя как минимум, скорее всего, отменятся из-за этого перелеты в твоем городе, которые летели туда, где самолет упал. Из-за этого будет большой трафик, будут пробки возле аэропорта, а если пробки, то вот это, а если то, значит, ты там сегодня не успеешь купить последние яйца в магазине. Оно влияет на тебя. Все, что происходит в мире, где бы оно ни происходило, оно влияет на тебя начинает лично. Вот эта глобализация, которую все, боятся, что будет, она давным-давно произошла. Может, это именно оно? Может, это именно вот это то, что мы видим сейчас? Может, вот это оно? Реально же нам обещали глобализацию. Мы с вами боялись. Они, понятное дело, все равно начали, например, в смысле, они все равно начали ее делать. Поэтому вроде как никто из стран теперь не главный, а последние страны, которые сопротивляются, это те, кто сейчас почему-то решили бомбить друг друга. Ладно, такое себе заключение, ладно. Возможно, не оно. Или может они наоборот, смотрите, вот, про войну, давайте проверим, про войну можно говорить, нет? Вот у войны России и Украины, у нее же, там миллиард аспектов, правда, у меня уже прям самой начал заплетаться язык, потому что там непочатый край обсуждений отношений Украины с Россией, поэтому у войны очень много подтекста. Но один из них, это то, что Украина очень давно была за глобализацию, они с Америкой дружить, и с Европой дружить, и возьмите нас. Очень открыто за.
Они такие прям: ребята, мы сделаем все, что вы хотите. Что НАТО, хуята, какие там у вас правила? Скажите нам просто, что делать, мы вот такой же, как вы хотим делать. Пожалуйста, у вас все нормально, мы хотим, чтобы у нас все нормально. Хотите мясо, хотите пшена, вот что хотите, нате. Вот мы вас покормим. Заходите, дорогие, на ужин, мы вас покормим, а вы нам расскажете, чем вы там занимаетесь. Вот Украина. Россия очень сильно была против. А скажите мне на примере... Боже, мне стыдно признаться, я не проследила, кто сейчас там бомбит, кто это. Израиль, Сирию, а Газа, она официально часть какой страны? Это отдельные типа регион, они отделились от кого-то и стали кусочком? Или там просто, честно, я вам скажу, иногда даже когда хочется вникнуть, за последние там лет 10-15, много же новостей: Израиль, Газа, там Сирия, что-то всегда происходит. И ты там, в 20, в 25, 26, когда это все, много наблюдаешь, думаешь, а я ничего об этом не знаю. Хочешь погуглить, то есть честно, откровенно хочешь стать чуточку умнее. Но невозможно это гуглить, там все про историю вот этого региона, там только войны. Там нет какого-то нормального, знаете, гида такой без войн. Потому что читать 40 страниц, кто кого в какой очередности бомбил, чтобы понять, что там происходит, какие у них отношения, кто от кого отделялся, кто за что, а почему. Это, турецкий сериал, это невозможно разобраться. Но скажите, те из вас, кто действительно разбираются, вот конфликт в той части мира, у него есть такой же, как узор, такой же pattern, что одна из этих стран за глобализацию, а другие против? То есть это часть их конфликта, или они за что-то вообще другое воюют? И это, к слову, понять. Да, смотрите, государство, никто не главный в большинстве мира. Никто не главный. Везде стало плоховастенько. При этом по-разному. Там, где было хорошо, там, где было очень много денег, стало денег меньше. Поэтому стало плоховастенько. А в тех местах мира, где денег никогда и не было, в Азии, в тропических странах, в Мексике, то там тоже стало хуже. То есть там, наоборот, деньги появились, туристы понаехали, номады, но там стало хуже из-за туристов. То есть везде в мире, в принципе, стало хуже. Теперь нету такого, где хорошо, где плохо. Вот действительно, подтвердите мне те, кто тоже со своими коромочками скитался по миру последние пару лет. Я не была в таком месте, где прям классно. В плане чисто, у всех есть работа, нету бездомных, все прямо там с умом шикарно построено. Есть, назовите место сейчас в мире, где прям все идеальный город там, или идеальный целый регион. Везде так, как-то странненько. То есть получилось среднее арифметичное по уровню жизни везде. Там чуть получше, там чуть похуже, средненько. Денег у всех стало средненько. Цены стали очень похожие в разных странах. Единственное, что в Америке очень-очень дорогое жилье, намного дороже, чем где угодно в мире. А так, плюс-минус, помимо Америки, плюс-минус везде, допустим, я просто люблю посидеть на сайтах домов и недвижимости, которые продаются, помечтать. Скажите, у кого еще есть такое хобби? То везде за 200-250 тысяч долларов ты можешь купить какую-то новомодную виллу. У меня нет таких денег, но цены, вне Америки, ты можешь за 250 тысяч долларов купить плюс-минус одну и ту же виллу в Мексике, в Азии и в Европе. Странно же представить еще 20 лет назад, что будут эти цены действительно одинаковыми. Как-то было больше разницы между доходами стран, были откровенно бедные страны. Подождите, есть же еще Африка. Так. Но в Африке никогда никто не был главный. В Африке что-то вообще там сейчас происходит? Я ничего не знаю про Африку. Я знаю 2 истории про Африку. У меня однажды была румейтка, с
которой мы жили в Гарлеме, в 4-комнатной квартире, очень похожей на квартиру из сериала «Mrs. Maisel». И вот одна из моих румейток, она была вообще преподавателем в университете, в FIT, Fashion Institute of Technology. Мода, шмотки. Она преподавала, там какой-то... подождите, это важно. Она преподавала, назывался Sustainable Green Business, что... Мода же сейчас, знаете, fast fashion, что слишком много делают, вещей, они загрязняют среду. И она вела предмет, который ввели в университетах, это как строить более зеленый бизнес. То есть, да, возможно, ты прям весь зеленый бизнес не построишь, но ты можешь делать что-то нормальнее. И вот она рассказывала, какие материалы по миру можно использовать, recycled, переработанные. Что если вы делаете что-то, вы можете купить в какой-то части мира, не пластик, а переработанную какую-то херню. Мне это было никогда сильно не интересно, поэтому я никогда не выспрашивала, больше я об этом ничего не знаю. Но потому что она вот эту фигню преподавала, и она, кстати, это была ее идея закатывать у нас дома пати, где мы с девочками менялись одеждой, которую мы больше не носим. Она такая, нужно, зачем ее? Вместо того, чтобы выбрасывать, давайте лучше ее еще раз используем. Она была вся такая зеленистка. Понятное дело, она была очень странная, но она действительно верила в то, что она делает, и она это показывала и доказывала своими действиями, реальными действиями в мире. Включая тот факт, что у нее в Уганде был маленький бизнес. Она объездила всю Африку. И очень ей понравилось в Уганде, там какие-то маленькие деревушки, но ехала она туда не просто так, она ехала, условно, рыться по мусоркам. Она не сама, она с какой-то группой, с кем-то, и в несколько заходов, это не за один заход, она ехала в разные страны и ходила там по их загрязненным, потому что в Африку, когда в Индии закончилось куда вывозить мусор, его начали вывозить в Африку. И там фотографий нету, поэтому в Африку электричество не проводят, чтобы они, не дай бог, фоточки не начали никакие снимать. Горы мусора. Вот те же фотографии, которые замусоренные пляжи в Азии, вот такое же, только в Африке. И она ездила именно на эти мусорки смотреть, чего там больше всего. Вот в Азии, например, больше всего именно пластиковых бутылок. А в Африке другой вид мусора. И очень много упаковочных материалов. Почему-то. Видно, какие-то контракты, какие-то корпорации подписались с какими-то кораблями, которые их туда доставляют. И она начала бизнес. Она нанимает только женщин в Уганде, которым она платит денежку, и они лезут на эти мусорки, и из них выуживают очень специальные такие веревочки, которыми крепят холодильники при перевозке. Мальчики, девочки, это, хотя, может, не девочки, тоже вы знаете, мальчики точно узнаете. Короче, какая-то такая ленточка, она тоненькая, 4 сантиметра, наверное, 3 шириной, и она не рвется. Вот она вроде как и не пластиковая, она и ленточка, и она вообще неразрушимая, она переживет все. Но это реально тоненькими вот этими ленточками холодильники перевозят. Просто оборачивают холодильник как бантик сзади и спереди. И все, вот эта ленточка выдерживает холодильник. И стиральную машинку. И всякое другое тяжелое. И они в Африке в огромнейших количествах на этих мусорках, которые, с этими неразрушимыми ленточками, они никогда не будет ни Земли, ни планеты, ни Солнца, ничего, ленточки эти еще будут. Поэтому вот эта моя румейтка решила, что из них можно делать сумочки и браслетики. И она их делает в Уганде. Их присылают в Америку, и она идет и продает на всяких маленьких рыночках. Прикольно. Я только сейчас рассказываю вам, понимаю, насколько она была молодец. Она просто была такая дотошная. Я ее так терпеть не могла была, когда мы с ней жили вместе. Еще жить вместе сложно, знаете, с малознакомым человеком. Она еще и такая. То есть в Африке, во-первых, из этой истории
Мы не просто так слушали про мою ромейтку. А мы теперь знаем, что там много мусора, всем на них похер. Ну и, возможно, они огромную роль в нашей там следующей возможности в жизни не играют. Или играют. Расскажите. А куда реально делись все богатые? Скажите, в мире были какие-то вот эти богатые, вот эти, которые раньше были главные? Я считала, что это те, которые, самые богатые. А где они живут? Вот, то есть они улетели на Марс или в какую-то секретную страну? Или они всегда как бы там и были? Потому что иначе, вот глядя на самые большие города мира, многие из вас, я знаю, смотрят меня из Калифорнии. Расскажите, кто в Калифорнии живет. Силиконовая долина, там сейчас стоят какие-то там космические корабли, потому что по фоткам посмотришь, там, домики как домики, квартирки как квартирки. Эти там Канны, Монако, Ниццы, да, там симпатично, но, ребята, если когда у тебя есть миллиарды долларов, то, наверное, ты не будешь жить, даже если там, или не может, вилл, где? Это живут люди, у которых миллиарды долларов. Там же кто-то заработал, правильно, денег же перестало значительно меньше. Я никого прямо богатых не знаю. То есть вот те, кто был во главе мира, точно не знаю. Те, кто был во главе корпорации, тоже не знаю. Но я их видела. Я видела некоторых CEO. У меня был, наверное, самый высокий начальник, которого я прям, знаю хорошо. Я была старшим директором. У меня были сверху вице-президенты, а он был какой-то президент то ли Северной Америки, то ли там какого-то дивизиона. Он был официально президент, но над ним были еще там целая группа CEO. Там CXO, CEO, там правда, C с разной буквы, 12 разных человек. Вот, но он зарабатывал, наверное, 1600. Именно зарплата его. Плюс там, наверное, какие-то бонусы, плюс, возможно, какие-то акции. Может, да, может, нет. Компания очень большая. Это в стартапах они там раздают CEO-акции, а в очень больших компаниях, которым там по 40-50 лет, слушайте, у них каждые 3 года новый CEO, сейчас еще всем президентам акции раздавать, идите нахер. Секретарям может дать акции. 300 тысяч человек обойдутся. Вот, то есть зарплата высокая, 600 тысяч. Это очень высокая зарплата. Ребята, 600 тысяч долларов в год – это очень высокая зарплата. И ты ее получаешь каждый год. Он на этой позиции был года 2-3, наверное. До этого он лет 8 зарабатывал, наверное, 1300-400. И вообще в этой карьере он лет 20. То есть а дальше уже до этого, знаете, там инфляция, тоже хрен знает, сколько он зарабатывал. Может, мало. Но последние 10 лет он зарабатывал очень много денег. Это большие бабки. Но, ребята, сказать, что он жил какое-то невероятное качество жизни, то нет. Его именно качество жизни было еще хуже моего. Он работал, то есть этот чувак зарабатывал эти деньги. Он работал на работе каждый день. Он точно так же, как и я, просыпался на первый свой звонок в 5 утра. Скорее всего, он еще брал звонки, которые были в 4:30 и, возможно, и в 2 часа ночи. У меня был строгий дедлайн. Я последний звонок в день могла сделать в 11:30, а вот между полуночью и 5 утра я наотрез, то есть мне прям нужно было отказываться от звонков. И это было, не всегда просто сделать. Но ты просто должен поставить границу себе. Я такая, все, с полуночи до 5 утра я не работаю. Но опять же, вы понимаете, это немножко слишком. А он главнее меня. У него сделки еще больше моих. У тебя просто работы очень много. У тебя, знаете, там 5-7 разных проектов одновременно. И на каждый большой проект, каждый большой. И команды там большие. И обсудить на каждом нужно много чего.
И сделаны должно быть все эти проекты очень быстро, скоро, вчера. Они все должны были быть сделаны вчера. Вот такая работа. И я зашивалась, но и он зашивался, а он еще и постоянно был в дороге. А я его, прямо знаю, там, мы не дружбаны, но он часто приезжал в Нью-Йорк, мы ходили на ужины, всей командой, не мы с ним, всей командой, мы собирались в офисе, то есть он приезжал и проводил с нами время лично. Мы работали все на дистанционке, даже те из нас, кто работали в Нью-Йорке, мы все работали из дома, мы манали друг друга видеть. Мы и так целый день на телефоне. И, честно, у тебя нету времени доехать в офис. Ты на звонках постоянно. Зачем? Вот, а он прямо приезжал и проводил с нами время, собирал нас, мы что-то обсуждали. Человек постоянно находился в дороге. И на звонках на своих, и умудрялся с нами проводить время. Нас еще куда-то сводить. И мы такие у него были не одни. Он ебашил, как проклятый, каждый божий день. А ты, много денег ты можешь их тратить, тоже, на что? Ты никогда не дома, а даже когда ты дома, ты все равно работаешь, то есть там купи себе шикарный дом. Что тебе тут шикарный дом? Там можно детей отправить в какую-то шикарную школу. Там всей семье что-то купить. Он был индус, семья, наверное, в Индии была. Но хрен его знает, тоже, знаете. То есть богатый человек, богатый. Он хорошую жизнь живет. Да, честно, нет. Сэм Альтман ебашит. Богатый, очень-очень богатый. Этот же вице-президент вот этой компании, вот этой индуской, про которую я только что рассказывала, он рассказывал однажды за ужином, он приезжал нас прямо развлекать. Он рассказывал, как он ходил на ланч с Илоном Маском. Он ходил на ланч с Илоном Маском, потому что, оказывается, когда ты покупал первую 1000 или тут там что-то первые 10 тысяч Тесл, самых-самых первых, то в цену входило ланч с Илоном Маском. Ты когда покупал первые Теслы, ты мог пойти, тебя никто не заставлял, ты мог пойти на ланч с Илоном Маском. Это было давненько, Илон Маск еще не был таким занятым человеком, он тогда только-только продвигал свою Теслу, и так как они были дорогие, и там не каждый же мог купить, вы же помните, как долго там, онлайн нельзя было купить Теслу. Ты должен был там куда-то позвонить, дозвониться, и поэтому их продавали только самым-самым крутым, самым богатым чувакам. То есть, они выбирали ручками, кому продавать, а кому нет. Гениальнейшая, кстати, идея. Я сейчас так думаю, наверное, скажите мне, что вы думаете по этому поводу. Просто классный чувак придумал, как познакомиться со всеми самыми богатыми, влиятельными людьми в мире, потому что они хотят купить его машину, и для них является огромной честью сходить с ним на ланч. Прикиньте? И, ему этот индус рассказывал, он прямо вот эту часть тоже рассказывал. Говорит, там что-то в первую какую-то 1000 что-то ему не продавали какое-то долго. Он купил там в какой-то очереди. А к тому времени Илон Маск проводил уже групповые ланчи. То есть там как-то было в первые 1000. А вы вдвоем просто идете? А потом он это делал, уже не с каждым отдельно, что с вами нищебродами, что это зарплата 600 тысяч, 650, работаешь, да? Он же там их группой собирал. И вот этот индус рассказывал, что, ребята, что вам сказать? Он, зашел, посмотрел на нас всех свысока вниз и такой, а ты кто? А ты кем работаешь? А ты то? А ты вот это? Понятно. Ребят, сори, у меня сегодня нет времени, я так занят, очень рад был с вами встретиться, познакомиться, я пошел. И уходил. Кто есть еще такие богатые? Суперзвезды, да, кто сейчас самая модная? Тейлор Свифт. У нее сколько там, наверное, 100 миллионов есть. У нее, наверное, как у Бейонсе. И что, она живет какую-то хорошую расслабленную жизнь?
Нет, она вон ебашит по всему миру, скачет в трусиках на сцене. Много часов, в любую погоду. Да, за большую зарплату. Но, блин, ребята, ну вот, поедь вот так в тур по всему миру. Это же так загнуться можно. Богатая, жизнь у нее хорошая, такая себе. То есть, может, просто эти люди все не богатые, они не такие богатые, как мы с вами думаем. Но тогда, опять же, у меня возникает вопрос, а где богатые? Мы же всю жизнь с вами живем с мыслью, что, ну, там же есть прям, ну, типа, вот эти сильно богатые, которые такие богатые, что им даже деньги не нужны. Возможно, теперь это мы. Может такое быть. И тогда смотрите, то есть говорить, что хочешь, можно, делать, в принципе, что хочешь, можно, и заниматься, чем хочешь, можно. Я в плане работы, я не знаю, о чем вы сейчас подумали. Получается, что, возможно, у нас появляется такое окно, чтобы строить сейчас свою экономику. То есть могло ли это быть частью великого заговора глобализации? Мы же все жаловались с вами, государство, системы плохие, там ничего не работает, там ничего не работает. Типа, вы заманали, сколько можно. Идите уже отсюда со своими поломанными системами. И они такие, хорошо, разбирайтесь сами. Ну или там, ребята, слушайте, вы правы, мы уже заработали, у нас уже деньги есть, и все есть. Вы уже делайте, что хотите, честно. Правил нету, хотите сами, там на здоровье. Все, мы уже не корпорации нам не нужны, мы уже заработали все бабки. Вы свободны. Наши рабы свободны. И мы можем сейчас построить свое. Кто реально остался там в каком-то государстве? Я вон пытаюсь обзваниваю все министерства всего в Америке, чтобы понять, как мне судить моих предыдущих работодателей. Там трубки некому брать. Никто там не работает. Там ожидание, следующий кейс через 4 месяца. Не кейс даже, а чтобы тебе поговорить с кем-то через 4 месяца. Там ни денег, ни людей тоже в государстве тоже, ну, поувольняли, там тоже мало сотрудников. Это я к тому, что ну, просто можно делать это новое глобальное государство, типа самим. Ну, вот назначаем кого-то, все, ты главный. Блин, идемте читать «Государство» Аристотеля. Реально сейчас самое время. Только пару дней назад привела его в пример в каком-то другом видео. Говорю, ой, оно уже старое, уже типа ни при чем тут. Все нормально, сейчас будет при чем. Потому что он как раз рассказывает, как правильно строить государство. Ой, у меня дождик пошел. Но я сижу под деревом. Но если у тебя есть город, как вот, например, мой город Шарлотт, тут среднестатистический американский город. Наверное, 30%. Я не хочу уходить, у меня дождик сильно начинается. Я так сижу хорошо. Блин, ну сейчас. Ну, все, я присела. Вот город Шарлотт, среднестатистический американский город. Наверное, треть людей здесь работает в корпорациях. Как? Не знаю, хотел во всей Америке или во всем мире. Короче, треть с работами. Треть работает на себя. У них или магазинчик, или они Uber возят, или делают доставку. Треть безработные. Возьми безработных, из безработных там, а этот будет там улицу регулировать, а этот будет там подметать, а это то, а это все можно просто, ну, как бы, кто тебя сейчас остановит? Вот я к чему. У тебя нету никакого государства, не осталось, которое тебе бы помешало делать новое. По крайней мере, в Америке. В Мексике, кстати, очень строгое государство. Притом, ребята, так прикольно. С одной стороны, Мексику называют flexible, типа как flexible, типа она очень гибкая. Потому что там, например, законы на иммиграцию, и там очень много таких вещей, которые просто нужно дать взятку. И там действительно так и работает. Ты можешь на вид на жительство дать взятку. И об этом все знают. И знают там, типа, сколько она. Ну, как-то так. Но в то же время, не дай бог, тебе сделать что-то не то.
То есть какие-то вещи откровенно позволяют даже гражданам других стран просто давать взятки, на это не просто закрывают глаза, а такие, да, это можно. А какие-то вещи, что касается торговли, что касается бизнеса, обучения, сука, не дай бог. У тебя вот в этом случае полетят головы, покатятся с горы. Там очень страшно открывать бизнес, потому что знаете, открываешь бизнес, даже когда в своей стране, ты какой-то закон, да, нарушишь. Часто не специально. К тебе придет какая-то проверка, комиссия, и окажется, что ты нарушил закон, и ты не понимаешь, с тебя хотят взятку или ты правда что-то нарушил. Непонятно. Бывает даже в своей стране. А в Мексике, много людей же приехало. Мексика, хорошая погода, хорошая природа, много пляжей. И там чисто. Там не так засрано, как в Азии. Там реально чистенько, чистая природа. Многие люди хотят остаться, но открыть какое-то свое маленькое что-то. Но его стрёмно открывать, тебя не будут штрафовать, тебя не будут даже сажать в тюрьму, тебя просто убьют. Они приходят, разок тебе угрожают, и они даже не угрожают, и такие, типа, не делай так больше. Как в большинстве других стран. Не делай так больше, ты нам теперь должен денег. Нет, они говорят, ты сделал вот это, ты теперь в этой стране больше вообще ничего не делаешь. Нет у тебя здесь никакого бизнеса. Ты здесь не делаешь ничего. Спасибо, что не сдох. Вот и все. Скажи спасибо просто, что мы тебя не убили. Потому что ты, не так сильно обосрался. Тебе можно жить. То есть, ладно, тогда Мексика, получается, тоже не свободная страна. То есть не во всем мире глобализация. А что тогда происходит? Но у меня абсолютно искреннее чувство, что какая-то сейчас открывается возможность. Вот из серии «Каждый действительно может делать, что хочет». Если и так денег у всех мало, то какая разница? Ты будешь за мало денег делать что-то, что ты не любишь, или то, что тебе хочется делать? Помните, сколько лет мы все подшучивали? В Америке, например, это огромнейшая шутка, шутить над своим знакомым художником. Вот у меня есть, это при том шутка такая на века. Вот у меня есть знакомая девчонка, она уже подурела во время пандемии, и, неважно. Она не хочет больше работать, она хочет рисовать картины и продавать свои картины. И она живет у сестры, она там где-то перебивается, ей вечно нечего жрать, у нее заканчивается туалетная бумага. Она такая счастливая. Она такая счастливая. Она вечно куда-то мчится, у нее что-то происходит, там какие-то люди, там какие-то звонки. А голая, босая, довольная. Но это же всегда предмет для шуток, что, ты хочешь быть писателем, понятно, как там, Перельман, математиком, понятно. То теперь, если и так зарабатывать мало, если больших зарплат, там больше нет. Я еще к чему? Знаете, почему я думаю, что большой зарплаты больше нет? Я когда размышляла о том, что можно нам сейчас, а что нельзя, вот вроде как много чего можно, мне так кажется, что сейчас нельзя объединяться. То есть не можем мы делать свое государство. Мне кажется, нельзя объединяться. То есть если люди начнут сбиваться в какие-то новые группки организации, мне кажется, вот это сейчас будет нельзя. Прикиньте, по всему миру война. Если сейчас кто-то начнет собираться в какие-то там группы, то это точно гитлеровцы. Поэтому, мне кажется, прямо организованное что-то делать сейчас нельзя. Но так выглядит вся экономика, как будто можно действительно каждому зарабатывать в одиночку. Знаете, большие бизнесы, большие корпорации, они же как... люди условно договариваются, мы теперь заодно, и мы все вместе делаем какое-то вот это. И там даже вдвоем делать легче, чем в одиночку. Втроем, где-то маленький бизнес, 10 человек, 15-20, представьте, 10 тысяч человек. То есть это из-за того, что вот люди объединялись, корпорации, и получились. Государства, и получились. Потому что группки такие складывались, такие, мы делаем вот это. Возможно, как часть этой глобализации они решили, может, там действительно есть какие-то правила. Они такие, все, государств нету,
корпораций нету, каждый делает, что хочет, но давайте тогда, чтобы по-честному, типа, никто не был главный. Если вы сейчас начнете склачиваться в какие-то банды, то будет абсолютно та же фигня, с которой мы как бы и начали. Снова начнут отчерчивать какие-то границы, а здесь моя страна, а здесь не моя. Поэтому, типа, давайте так, сейчас, типа, добьем финальные страны, но, типа, вы никто в группы не собираетесь. Вон, каждый человек может пойти сам себе заработать. Да, мало, но зато всем одинаково. Поэтому хочешь рисовать — рисуй. Хочешь петь — пой. Хочешь мебель делать — делай мебель. Хочешь выращивать помидоры — выращивай свои помидоры. Все, у тебя выбор есть, вообще делай все, что хочешь. Но только не сбивайтесь в группы. Ну или только в такие, которые полезные для общества. Вот в музыкальную группу можно сбиться, интересно. А в группу агрономов еду выращивать, кстати, по-моему, нельзя. Вот в Америке точно нельзя. Расскажите, как у вас в ваших странах с законами по выращивать еду самим себе. В Америку тебя там чуть ли не приходят. Если ты хочешь у себя во дворике выращивать помидорчики и огурчики, тебе чуть ли не лицензию нужно получить. Тебя придут и растопчут. И не дай бог, ты еще кого-то будешь этой едой угощать. То есть, чтобы тебе быть фермером и прямо выращивать что-то и продавать, неважно, 2 помидора или 2 тонны помидоров, тебе нужно получить огромное количество разрешений, заплатить огромное количество денег, купить дорогое оборудование и использовать там только те химикаты и только исключительно те процессы, которые тебе скажут. Ну все, иначе ты можешь сесть в тюрьму, если это законы. Если будешь их нарушать злостно, то тебя посадят. И за этим они прям следят. То есть сказать, чтобы там всем сейчас дали возможность что-то выращивать, тоже вроде как нет. Я, кстати, в Мексике часто думала. Та деревушка, в которой я живу, она очень, такая обычная мексиканская деревушка, они все плюс-минус одинаковые. У них там так стрёмно домики построены. Слушайте, у нас в наших деревнях как-то люди строили, далеко друг от друга, то есть там какое-то расстояние было. Люди, которые строят сами. А вот эти, то ли они его сами построили, из каких-то бетонных плит, такое ощущение, из каких-то обломков, знаете, чего-то, настроили домиков впритык. И вот мексиканские деревни, они все живут впритык. Вот такой они прям строят муравейник. У них места там до хера и больше, строить времени до хера и больше. И деревья растут, и песок, и пальмовые листья. Там можно за столько сотен лет, сколько вы там живете. Можно было много чего придумать. А у них стоят эти бетонные плиты в форме муравейника, и все живут друг у друга на голове. А вокруг джунгли. И поэтому там очень насрано, там очень засрано. И люди бедные сидят без работы, как ты будешь... То есть какую экономику ты можешь развивать в мексиканской деревне, это точно никакой. Поэтому я их не осуждаю, но вот я про них часто думала, что люди сидят, а они действительно очень многие просто сидят дома. Это деревня, и посреди дня ты идешь, а люди сидят, в доме, там, на бордюрчике у себя. У них даже скамеечек нет, у них нету ни дворика, ничего. Эти халабуды такие, рядышком, там ни кустика, ни дерева, ни цветочка, вообще ничего. И мусор. Это не мусор, знаете, это вот грязь их там есть мусоровоз. Но вот оно все такое какое-то засранное. И у тебя сидит эта тетка, босая, в драной майке, потная, ей жарко, она просто тупо сидит. Потому что ей как бы и деть себе некуда, и пойти некуда, и она устала, и замучена, и жизнью забита. Вот она и сидит. Им просто каждому дать по кусочку земли побольше. У вас джунгли, в этой земле никому не принадлежит. Дайте им по кусочку земли побольше, чтобы она вот так сидела, хотя бы на лавочке у себя, рядом с кустом смородины какой-нибудь. А там, глядишь, 3 помидора посадят, а там курочку какую-то заведет. То есть даже в Мексике курочки, они там есть, там на рынке продаются курочки-яички, но тебе нужно иметь какую-то там отдельную ферму где-то далеко. Дайте каждому такой кусочек. Получается, в Мексике, я так понимаю, это было сознательное решение. Решили, что нет. И в Америке я тоже не вижу, чтобы сейчас сильно можно было самому себе обеспечивать, выращивать самому себе еду. Скажите, в других странах в Европе есть еще возможность
Ну, потому что раньше вот в Украине, например, была такая возможность всегда, и мне кажется, в России тоже, уехать в деревню и там выращивать самому себе, что ты хочешь. Ну, чуть ли не в лесу взять кусок, хочешь вообще сам себе построй, ну, а хочешь там за 3 копейки в самой там глуши ты всегда мог купить. Ты, может, не хотел, но ты мог. И выращивай себе сам, живи там как хочешь. То сейчас этой возможности нету. Ну, в Украине куда? Кто сейчас в Украину поедет? Все уезжать себе пытаются куда-то, все, кто мог, уже уехали. Ну и в России, я так понимаю, тоже. Ну, короче, вот скажите, в других странах, насколько легко, если ты, допустим, скажешь, все, хер с ней, с системой, я еду выращивать сам себе огурцы, помидоры и заведу гусей. Это дорого, это сложно, ну, типа, это вообще возможно, либо действительно вот просто все бери и едь. Потому что я что-то подозреваю, что, наверное, вот этого тоже делать нельзя. Короче, нельзя сбиваться в группы, нельзя выращивать самому себе еду. Можно выбирать себе любой вид деятельности, какой ты хочешь. Не ждать много денег, никто никому больше не даст заработать много денег. И куда-то делись богатые. И мы все остались такие в мире, которые плюс-минус одинаковые. Да, ну потому что реально, все, кто в Инстаграме выебываются, мы уже все знаем, что у них нет денег и не было. Ну, может, когда-то были, когда у нас были, у них были. У нас одно время у всех были, а потом мы просто сами себе признались в том, что они у нас перестали быть. А другая часть планеты решила продолжать иллюзию, как будто они у них еще есть. Они до сих пор живут с мыслями, что они миллионеры. Мне кажется, действительно, ребята, наступила свобода. Возможно, она еще не полная свобода, но она чувствуется свободнее, чем раньше. Не правда ли?